Большинство современных неисправностей можно устранить без сервиса, инструментов и лишних затрат. Сбои холостого хода, неработающий климат, странное поведение дросселя – все это частично лечится одной вещью – перезагрузкой. В этом видео вы увидите 5 проверенных способов быстро починить автомобиль своими руками. Перезапуск системы через включение и выключение зажигания. Простой, но недооцененный способ восстановить работу электронных блоков. Это пошаговое включение и выключение зажигания по определенной схеме. Такой прием позволяет инициировать внутреннюю диагностику, завершение адаптационных процессов и даже запуск калибровки в некоторых подсистемах. Классический пример. 3 последовательных цикла зажигания с паузами по 15 секунд. Включение зажигания без запуска двигателя, ожидание выключения. И так несколько раз. Этот алгоритм помогает разбудить систему после замены аккумулятора, устранить сбои в отображении данных приборной панели или восстановить связь с мультимедийным блоком. Некоторые модели автомобилей реагируют на такую процедуру сбросом временных ошибок и запуском адаптаций, особенно в системах старт-стоп, электронного стояночного тормоза и вспомогательных ассистентов. Метод прост, не требует оборудования и подходит для быстрой самопроверки состояния системы, особенно когда на панели появляются спорадические сигналы, не сопровождаемые реальными неисправностями. В том случае, если ошибки остались на приборной панели, переходим к следующему способу. Откручиваем минусовую клемму, снимаем и откручиваем плюсовую клемму и снимаем клемму. Обратите внимание, чтобы клеммы не касались друг друга. Далее я буду применять комплект проводки, который показывал в начале видео. Подключаем проводку к нашим клеммам. Сначала подключаем к минусовой клемме. Убедитесь, чтобы клемма не касалась аккумулятора. И подключаем вторую клемму к нашей проводке. Также убедитесь, чтобы проводка не касалась клеммы аккумулятора. И оставляем в таком состоянии на 30 секунд. Нажимаем и удерживаем сигнал порядка 30 секунд. По истечению 30 секунд снимаем проводку с плюсовой клеммы. И снимаем проводку с минусовой клеммы. Далее подключаем плюсовую клемму к аккумулятору. И подключаем минусовую клемму. Убедитесь, что клеммы зажаты. И зажимаем плюсовую клемму. После того, как мы подключили клеммы аккумулятора, проверяем. Запускаем автомобиль. В том случае, если осталась ошибка 4 на 4, нам нужно сделать следующее действие, как я и показывал ранее в своих видео. Делаем оборот руля влево, полный, до упора, и вправо, полный оборот до упора. И ошибка ушла с приборной панели. Восстановление холостого хода через цикл прогрева. После сброса питания, отключения аккумулятора или глубокого сброса блока управления двигатель может терять стабильность на холостом ходу. Обороты становятся нестабильными, возможны подергивания и даже остановка двигателя при торможении. Это происходит потому, что блок управления теряет данные адаптации и требует нового обучения. Для восстановления работы холостого хода достаточно провести так называемый цикл прогрева. После первого запуска двигателя его не нужно трогать. Дайте мотору поработать на месте до полного прогрева, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочего значения. В этот момент блок управления постепенно обучается заново, анализирует сигналы от датчиков, корректирует положение дроссельной заслонки и стабилизирует состав смеси. Нельзя трогать педаль газа, включать кондиционер или запускать потребители во время этой процедуры. Весь цикл занимает около 15 минут и позволяет вернуть плавность работы без использования сканера или вмешательства в настройки. Сброс адаптации коробки передач с помощью педали газа. Автоматическая коробка передач со временем подстраивается под стиль вождения, запоминает манеру ускорения, частоту торможения и даже поведение при обгоне. Но если стиль вождения поменялся, адаптация начинает мешать. Появляются затяжные переключения, рывки и неадекватная реакция на газ. Чтобы вернуть коробку к базовым настройкам, используется сброс через педаль акселератора. На большинстве автомобилей алгоритм простой. Включить зажигание, не запуская двигатель, нажать на педаль газа в пол и удерживать ее около 30 секунд. Затем отпустить и выключить зажигание. После этого блок управления коробкой передач сбрасывает обученные значения и возвращается к заводской логике переключений. Этот прием особенно эффективен после покупки автомобиля с пробегом, резкой смены условий эксплуатации
замены масла в коробке передач или после чип-тюнинга. После сброса коробка начинает переключаться более плавно и предсказуемо. Адаптация возобновится, но уже на основе нового стиля езды. Это простой способ перевоспитать коробку без сервиса и сложных процедур. Локальный сброс через предохранители. Если вы не хотите сбрасывать все системы автомобиля сразу, можно выполнить локальную перезагрузку конкретного блока, например, климат-контроля, мультимедиа или даже блока управления двигателем. Для этого достаточно вынуть соответствующий предохранитель из монтажного блока, подождать не менее 5 минут и затем установить его обратно. Такой подход особенно полезен, если сбой касается только одной функции. Например, завис экран, не включается навигация или климат работает некорректно. При этом остальная электроника не затрагивается, и вы не рискуете потерять настройки других систем. Важно точно определить, какой предохранитель отвечает за нужный блок. Информация об этом указана в инструкции по эксплуатации или на крышке монтажного блока. После обратной установки система запускается, как после перезагрузки, а временные сбои исчезают. Это простой, но эффективный способ точечного восстановления без вмешательства в сложную электронику. И что будет, если отключить аккумулятор на современных автомобилях? Казалось бы, что тут сложного? Снял клемму и все, но не все так просто. На старых машинах это проходило без проблем, а вот современные автомобили буквально живут на электронике, и отключение аккумулятора может привести к неожиданным последствиям. Сегодня расскажу все подробно, от простых примеров до реально дорогих ошибок. Начнем с прошлого. На старых автомобилях, где электроники минимум, отключение аккумулятора означало лишь сброс радио, часов, но и максимум настройку стеклоподъемников заново. Все остальное продолжало работать. Завел и поехал. Современные машины — это уже компьютеры на колесах. В них десятки блоков. Блок двигателя, коробки, АБС, ЕПС, мультимедиа, климат, система помощи водителю, безопасность. И каждый блок завязан на питание. Отсоединил аккумулятор, и часть настроек или функций может просто слететь. Авто хранит данные о замене масла и ТО. После снятия аккумулятора система может забыть, и на панели появятся лишние напоминания. Пропадают сохраненные станции радио, сбрасывается Bluetooth пары, иногда даже карты и навигации. На некоторых авто мультимедиа может запросить код активации, который нужно вводить вручную. Касательно электронных систем, АБС, ЕПС, адаптивный круиз могут временно отключиться. На приборке горит гирлянда ошибок. Иногда они исчезают после поездки, иногда только после диагностики. На некоторых авто ключи могут потерять синхронизацию. Представьте, ставите аккумулятор обратно, а машина просто не заводится. Электронный блок управления двигателем или коробкой может сбросить адаптацию. В итоге машина первое время работает неровно, плавают обороты, и коробка переключается жестче. Нужно время, чтобы все снова обучилось. Но не все так страшно, если машина простая, без кучи электроники. Отключить аккумулятор можно относительно спокойно. Главное — делать все правильно. Выключить зажигание, сначала снять минусовую клемму, подождать пару минут и только потом отсоединять плюс. Так вы минимизируете риск для электроники. Что можно сделать, чтобы избежать проблем? Использовать буферное питание. Есть специальное устройство, подключается в ОБД или прикуриватель и поддерживает питание бортовой сети, пока вы меняете аккумулятор. Сохранять настройки. Перед отключением сфотографируйте экран мультимедиа, настройки профиля, климат, потом все легко восстановите. После подключения аккумулятора не спешите сразу заводить, включите зажигание, дайте авто проснуться пару минут, проверьте ошибки, сбросьте их при необходимости. На старых машинах отключение аккумулятора пустяк, на современных автомобилях это может обернуться кучей ошибок, потерей настроек или даже дорогим визитом на сервис, поэтому всегда действуйте аккуратно, снимайте клеммы правильно, используйте буферное питание и проверяйте ошибки после. Пишите в комментариях, приходилось ли вам снимать аккумулятор на современном автомобиле и какие проблемы после этого были. Будет интересно обсудить. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.